3 человека бронируют один и тот же Египет. Один летит в сентябре, второй в октябре, третий в конце ноября. Казалось бы, разница всего несколько недель. Но первый может получить почти 40-градусное продолжение лета, второй – практически идеальное Красное море, а третий обнаружит, что после 5 вечера пляжный день уже почти закончился. И самое интересное, привычные советы об Египте осенью в 2026 году работают далеко не всегда. Например, ветер в Хургаде от сентября к ноябрю по климатическим средним вовсе не усиливается, а 30 октября в Египте переводят часы назад, и по местным часам вечернее солнце внезапно исчезает примерно на час раньше. Плюс изменились визовые правила. Туристический спрос остается высоким, а знаменитая «осенью Египет дешевеет» в 2026 году уже нельзя принимать как правило. Поэтому сегодня никакой воды, разберем сентябрь, октябрь и ноябрь, и в конце выберем победителя. Всем привет! Вы на канале Go Travel World 360. При подготовке выпуска мы сверили климатические нормы, данные по ветру и температуре Красного моря, актуальные правила въезда, рекомендации немецкого МИДа, туристическую статистику и ситуацию на рынке на конец августа 2026 года. Потому что Египет меняется, цены меняются, правила меняются, и советы 5-летней давности сегодня могут привести совсем не к тому отпуску, который вы ожидали. Начнем с сентября. Если вы думаете, что 1 сентября в Египте начинается бархатный сезон, забудьте, особенно в первой половине месяца. По климатическим нормам, средний дневной максимум сентября в Шарм-эль-Шейхе около 36 градусов, в Хургаде примерно 33. Отдельные дни, конечно, могут быть жарче. То есть сентябрь – это во многом продолжение египетского лета. Зато у сентября есть огромный плюс – море. В Хургаде средняя температура поверхности моря держится примерно около 27 градусов, а южнее, возле Марса-Алама, около 28. Для тех, кто приезжает прежде всего плавать, нырять и проводить часы в воде – это почти бассейн. И вот первый неожиданный момент. Часто можно услышать: в Хургаде ветер, значит лучше Шарм. Да, Хургада в среднем ветренее, но в сентябре ветер нередко не враг, а спасение. При температуре выше 30 он способен сделать пляж заметно комфортнее. Поэтому первый вывод: если плохо переносите жару, первую половину сентября лучше не считать настоящей осенью. А если хотите максимально теплое море и жара вас не пугает, сентябрь очень силен. И еще один приятный бонус. Осень приходится на сезон египетского манго, но только ради манго билет все-таки не покупаем. Промежуточная оценка. Море 10 баллов из 10. Температурный комфорт 6 из 10. Цена только по конкретным датам. Если попросить назвать один месяц, который подходит максимальному количеству туристов, октябрь будет очень близок к победе. В Шарме средний дневной максимум около 32 градусов, в Хургаде примерно 31. Ночи становятся приятнее, а Красное море все еще остается очень теплым, примерно 27 градусов. Вот здесь и возникает тот самый баланс. Уже не августовская печь, но еще не зимний Египет. Для детей комфортнее, для прогулок комфортнее, для снорклинга море остается теплым. И даже для люксора ситуация лучше, чем летом, хотя слово «прохладно» использовать рано, в октябре там все еще очень жарко. Поэтому, когда вам говорят, в октябре идеально ехать на экскурсии, мы бы уточнили: лучше, чем летом, да, прохладно нет. А теперь цена. В старых роликах часто говорят: осенью Египет дешевеет. В 2026 году мы бы так не утверждали. Спрос на Египет остается сильным, а октябрь еще и пересекается с осенними школьными каникулами в разных европейских регионах, поэтому хороший отель может стать не дешевле, а дороже. Главный совет:
Сравнивайте не только отели, сдвигайте даты на несколько дней и проверяйте разные аэропорты. Иногда именно аэропорт вылета и каникулы меняют цену сильнее, чем выбор соседней недели. Кстати, если вам полезен именно такой формат, не просто красивые слова об отеле, а проверка цифр, отзывов, цен и первоисточников, подпишитесь на Go Travel World 360. У нас впереди еще много сравнений Египта и Турции, где результат иногда оказывается совсем не таким очевидным, как кажется в начале. А теперь начинается самое интересное – ноябрь. Про ноябрь в Египте говорят две противоположные вещи. Одни – идеально, тепло, море теплое. Другие – никогда больше, ветер, прохладно, рано темнеет. И правы могут быть оба. Средняя дневная температура в ноябре и в Хургаде, и в Шарме примерно 27 градусов. Море возле Хургады в среднем остается около 26. То есть Красное море в ноябре вовсе не становится холодным. Но меняется другое, когда воздух уже не 35 градусов, тот же ветер ощущается совершенно иначе. И здесь разрушим популярный миф. По средним климатическим данным, ветер в Хургаде от сентября к ноябрю не растет, а снижается. Поэтому проблема поздней осени не огромный ноябрьский вентилятор, а сочетание температуры воздуха, направления ветра и расположения конкретного пляжа. Именно поэтому два человека могут одновременно отдыхать в Шарм-эль-Шейхе и писать совершенно противоположные отзывы. Один – штиль и великолепно. Другой – ветер, из воды выходить неприятно. А расстояние между ними может быть всего несколько километров. Поэтому с приближением зимы выбирать нужно уже не просто Шарм или Хургада, а конкретную бухту, экспозицию пляжа и защиту рельефом. Для ноября это становится значительно важнее звезд на вывеске. А теперь факт, который действительно влияет на распорядок отдыха. 30 октября 2026 года Египет переводит часы назад на 1 час. Поэтому после перехода на зимнее время закат по местным часам оказывается примерно на час раньше, чем накануне. Для офисного работника мелочь, для туриста на all-inclusive совсем нет, потому что пляжный день ощущается короче. В сентябре солнце в Шарм-эль-Шейхе в начале месяца садится примерно около 7 вечера, а к ноябрю вечернее солнце исчезает значительно раньше. Поэтому в конце октября и ноябре мы советуем перестроить день. Завтрак, море, пляж. А прогулки, старый рынок, Сохо, рестораны и другие развлечения оставлять на вечер. Теперь действительно важное изменение сезона. С 1 августа 2026 года Египет начал пилотный переход от привычных визовых наклеек к цифровой системе с QR-кодами. Процесс стартовал в Каире и не означает, что старые процедуры одномоментно исчезли во всех курортных аэропортах. По актуальной информации немецкого МИДа, виза по прибытии сохраняется. Для обычной туристической визы необходимо проверять актуальную стоимость непосредственно перед поездкой. Официальный портал e-Visa также публикует действующие тарифы. Для Шарм-эль-Шейха остается важный отдельный вариант. Если турист находится только в разрешенной части Южного Синая и поездка укладывается в условия бесплатного Синай Only штампа, полноценная египетская виза может не понадобиться. Но если планируются поездки за пределы соответствующей территории, например в Каир, нужна полноценная виза. Поэтому старые ролики с прежними суммами и процедурами лучше уже не использовать как инструкцию. Еще один вопрос, который сейчас нельзя игнорировать. На конец августа немецкий МИД сохраняет специальные предупреждения и ограничения для отдельных районов Египта. Прежде всего с Северного Синая, приграничных и удаленных пустынных территорий. Для курортного отдыха на Красном море ситуация другая, но рекомендации по самостоятельным дальним поездкам, пустынным маршрутам, дайвингу и экскурсиям нужно проверять непосредственно перед вылетом и пользоваться лицензированными организаторами.
Региональная обстановка также способна влиять на авиасообщение, поэтому проверяем официальные рекомендации не за 2 месяца, а еще раз за несколько дней до вылета. И теперь обещанный результат. Самое теплое море – сентябрь, лучший баланс погоды – октябрь. Уже комфортнее сентября, но море еще практически летнее. Для экскурсий – ноябрь, особенно если речь идет о поездках вглубь страны и вы плохо переносите сильную жару. Для отдыха с маленькими детьми мы бы прежде всего смотрели октябрь и первую половину ноября с обязательной проверкой конкретного отеля, пляжа и ветровой защищенности. По температуре воды для снорклинга преимущество у сентября и октября, хотя Красное море остается теплым для купания и в ноябре. А вот по цене заранее победителя нет. Проверяйте конкретные даты, аэропорты, длительность тура и школьные каникулы. Если боитесь ветра, поздней осенью выбирайте уже не название курорта, а конкретную бухту и пляж. И, наконец, победитель осени – октябрь. Но с одним огромным «но». Если разница в цене между октябрем и первой половиной ноября большая, начало ноября может оказаться гораздо разумнее. Море все еще теплое, днем комфортно, а сэкономленные несколько сотен евро иногда дают отпуску больше, чем дополнительные 2 градуса воздуха. А теперь напишите в комментариях, какой месяц выбрали бы вы – сентябрь, октябрь или ноябрь. И обязательно укажите курорт. Если комментариев наберется достаточно, мы можем сделать отдельный выпуск. Шарм против Хургады осенью и зимой, где теплее на самом деле. Если выпуск был полезен, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на Go Travel World 360. А если хотите помочь развитию канала, у нас доступна функция спонсорства. Если YouTube показывает вам предложение бесплатного пробного месяца, им также можно воспользоваться. Актуальные условия и стоимость всегда смотрите непосредственно в интерфейсе YouTube. Ваша поддержка помогает нам делать больше таких выпусков, проверять источники, актуальные цены и отделять реальные факты от туристических мифов. Спасибо, что путешествуете вместе с Go Travel World 360. До встречи в следующем путешествии, а сейчас пока-пока!